Всем добрый день, меня зовут Надежда, мне 40, моему мужу 60 плюс, нашему маленькому сыну скоро исполняется 6 лет. 3 года назад в нашу семью пришла беда, у мужа диагностировали заболевание Хоббл, и на протяжении почти 2 лет он все хуже и хуже себя чувствовал. Если честно, уже мы думали, что не переживет прошлую зиму, потому что прошлой зимой он задыхался и не мог передвигаться от слова совсем. Он выходил, спускался вниз на лифте к подъезду, и потом долго сидел в машине, пользуясь всеми возможными бронхолитиками, снимая спазмы. И это было страшно, потому что сыну мало лет, мы собираемся куда-то в дорогу, и мы никогда не знали, чем закончится наша дорога. Доходило до того, что при поездке в Крым на гору Айпетри мы ехали на машине, и мужу пришлось вызывать помощь МЧС, потому что у него начался приступ, и мы не знали, что в этот момент делать. У нас не было в нужном количестве бронхолитиков. Так вот, перед этой зимой я решила немножко попробовать найти хоть что-то, что может ему помочь пережить еще одну зиму, а может быть и не одну зиму. И мы нашли курсы «Жизнь без кашля», где Татьяна Анатольевна и ее команда научили его правильно делать определенные методики, пользоваться определенными практиками для того, чтобы и облегчать свое собственное состояние, и для того, чтобы облегчать свое собственное ощущение, для того, чтобы он смог дышать. И сейчас муж спокойно в эти морозы водит ребенка в детский сад, поднимается после прогулки по морозному холодному воздуху на 3-й этаж, отдает ребенка в группу воспитателям. Раньше было как? Раньше муж оставлял ребенка на 1-м этаже, оставался на 1-м ждать крика сверху: «Папа, я поднялся». И это все происходило на протяжении нескольких месяцев. Сейчас муж действительно поднимается сам с ребенком на 3-й этаж, может дышать, может с ним гулять после сада, не задыхаясь, не вызывая скорую помощь. Для нас это истинное чудо. Татьяна Анатольевна, спасибо вам большое и вашей команде за ту работу, за те знания, которыми вы делитесь с нами. Спасибо.